Добрый вечер, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И его тогда смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 7 января и киевское время 20 часов. Ну, сутки прошли очень напряженно, потрепали нам очень много нервов, но сразу скажу, что Солидар наш. Отстояли мы Солидар. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины принял соответствующее решение, туда были переброшены резервы. И большая часть города, не весь город, но большая часть города, его центр, контролируется вооруженными силами Украины. Бои идут очень ожесточенные на восточных окраинах города и севернее и южнее самого Солидара. Но мы контролируем город. Ну а об остальном по оперативной обстановке мы с вами разберем более подробно. Итак, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный удар и 20 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Угроза воздушных и ракетных ударов противника остается высокой по всей территории Украины. Но скажу так, что судя по тому, что ни вчера, ни сегодня не было массированного ракетного удара, это может свидетельствовать только о двух вещах. Первое, либо в Российской Федерации действительно огромный дефицит ракет, о чем сказал вчера в своем твиттере министр обороны Украины пан Резников. И второй вариант это то, что они не готовы технически на сегодняшний день наносить массированный ракетный удар. То есть то, что они подготовили к Новому году, мы вынудили, точнее к предыдущей дате Рождества, мы их вынудили использовать 29 декабря и в новогоднюю ночь. И то уже 31 еще были ракеты, а 1 января в ночь с 31 на 1 уже были дроны-шахеды. На сегодняшний день, я так понимаю, ни то, ни второе пока что не готово к применению. Либо его действительно осталось крайне мало. И Россия это приберегает и будет теперь накапливать силы для следующего удара. Когда он будет, сказать очень трудно. Но в этом плане следим за обстановкой. Оккупанты концентрируют свои усилия на дальнейших попытках установить контроль над Донецкой областью. Более того, российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили атаки в районах Стельмаховка, Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области, Азаряновка, Солидар, Красная Гора, Подгородная, Бахмут, Клещивка, Первомайская, Марьинка и Победа Донецкой области. Что касается оперативных направлений, то у нас Волынская, Полесская никаких существенных изменений нету. Признаков формирования наступательной группировки противника не наблюдается. Российские оккупационные войска продолжают, точнее тут они, хотя может быть в Беларуси их тоже можно считать оккупационными. Российские оккупационные войска в Беларуси продолжают перекидывать технику и вооружение. Ну, в основном это техника, вооружения мы видим мало. Сейчас каждый потерянный метр украинской земли на Бахмутском направлении, в принципе, в том числе и на совести, конечно же, Белоруссии, потому что мы вынуждены держать довольно большое количество войск на северных границах Украины в готовности отразить атаки российских, а возможно и белорусских вооруженных сил. Поэтому на востоке Украины нам, конечно же, очень тяжело в плане перегруппировки войск и переброски туда резервов. Северское направление и Слобожанское направление продолжаются обстрелы, обстановка сохраняется напряженной и противник обстреливает нашу территорию, нашу инфраструктуру на всю глубину досягаемости его артиллерийских средств. Это минометные и артиллерийские обстрелы.
Купянск. Продолжаются позиционные бои на южном фланге, на южных окраинах и южнее направлений, на Сватовского направления. Здесь фронт стабилен. Противник ведет активные позиционные бои, но линия боевого соприкосновения не двигается ни в одном направлении. Лиманское направление, позиционные бои, ситуация без изменений. Бахмут. Но здесь есть изменения. Во-первых, надо отметить, что на Бахмутском, в полосе, точнее в самом Бахмуте, город перестали атаковать наемники группы Вагнера. Вагнеровцы исчезли с передовой. И сегодня Бахмут пытается штурмовать кадровые части вооруженных сил Российской Федерации. Но вооруженные силы Украины, все равно наши защитники и защитницы, им в принципе по большому счету разницы нет, каких врагов бить и от каких врагов защищать нашу территорию. Они отражают и наносят тяжелые потери, в том числе и кадровым частям вооруженных сил Российской Федерации. Но враг продолжает наносить многочисленные пехотные атаки в Солидаре и его окрестностях. Вот сюда, скорее всего, были переброшены в основном наемники ЧВК Вагнера, потому что тут кадровых частей мы не видели. Штурмовали Солидар в основном именно наемники. Они, очевидно, попытались создать какой-то такой ударный кулак и стремительным броском попытались захватить Солидар. Дошли даже до завода Артем-Соль, но ненадолго. Дошли до железнодорожной станции, тоже ненадолго. И заняли окрестности Солидара. После чего мы провели быструю перегруппировку, ввели резервы, и город был практически зачищен, но не полностью от противника. Но большая часть города, еще раз повторюсь, сегодня контролируется вооруженными силами Украины. То, что говорят, что отброшены от Солидара российские войска и ЧВКшники, это небольшое преувеличение. Подождем более официальной сводки, но на данный момент ситуация примерно такая, как я вам доложу. Трудная ситуация остается в Подгородном, поскольку враг закрепляется непосредственно в самом селе. Подгородное прошедшие сутки перешло под контроль российских оккупационных войск. Враг продолжает давление на Клещиевку, Опытное, и сосредоточил усилия на западе Курдюмовки. Вот такая ситуация, уже не критическая, я так скажу, но очень тяжелая на Бахмутском направлении. Авдеевское направление. Враг имеет частичный успех в Первомайском. Это единственное, что можно было зафиксировать за прошедшие сутки. Больше успеха противник не имеет. Далее идут отражения атак противника на всем Авдеевском направлении. Новопавловское направление без изменений, позиционные бои, там ничего особенного не происходит, обмен артиллерийскими огневыми ударами и стрелковые бои без атак с обоих сторон. Запорожское направление. Атаки противника, точнее не атаки, огневому воздействию подверглись 23 населенных пункта. Причем на запорожском направлении активизировалась российская артиллерия, и обстрелы идут по всей линии боевого соприкосновения от Донецкой до Днепропетровской области. То есть все запорожское направление сегодня подвергается огневому воздействию со стороны российской артиллерии. Херсонское направление. Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевка, Антоновка, Золотые Балки и город Херсон. То есть, в принципе, те же самые города. Поэтому для местных жителей была рекомендация и правительства, и Министерства обороны Украины. Подумайте, может есть возможность переехать куда-то
подальше от правого берега, чтобы выйти из зоны огневого поражения российской артиллерии. На пока наша артиллерия не может на 100% обеспечить вам безопасность, ведя контрбатарейную борьбу с российскими огневыми средствами. Вот такие обстрелы приводят к постоянным жертвам среди гражданского населения. И, кстати, в ночь в сочельник с 6 на 7 января, несмотря на, мы понимаем, что вот это была просто болтология со стороны России по поводу одностороннего прекращения огня, потому что у нас жертвы среди гражданского населения. Я уже не беру там военные, линию фронта, там, понятно, бои идут, никто там не прекращал никакого огневого воздействия. Но есть погибшие гражданские среди именно в сочельник, именно в этот канун Рождества российская артиллерия наносила удары это называется перемирие по-российски. Российские захватчики продолжают подвергать психологическому и физическому давлению гражданское население временно оккупированных территорий. В частности, почти 3000 сотрудников Запорожской атомной станции, это город Энергодар, Запорожская область, были вынуждены получить так называемые российские паспорта. Людей просто заставили. Украинскую валюту, гривну, вывели из обращения в Энергодаре из-за угрозы штрафов и изъятия имущества у малого и среднего бизнеса, особенно кто занимается торговлей. Число захваченных оккупантами, брошенных и вынужденными переселенцами жилых помещений существенно увеличилось. То есть они нагоняют туда личный состав мобилизованных. Это уже, я бы, наверное, не делил уже на мобилизованных и не мобилизованных, потому что это уже их мобилизовали на территории Российской Федерации. Здесь они все военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. Здесь они все оккупанты на нашей территории. В связи с невыполнением плана по набору добровольцев в состав сил территориальной обороны Белгородской области в наборную кампанию были привлечены сотрудники местной полиции. Военнослужащие ходят по квартирам и проводят перепись мужского населения призывного возраста и ведут дискуссии по популяризации службы. В принципе, то, что мы предполагали, я так понимаю, это начинает носить массовый характер. Народ не очень-то хочет идти на мобилизацию, идти в военкомат. Поэтому они составляют списки, потом эти люди будут им разосланы повестки, а потом начнутся облавы тех, кто не пришел. Воздушные силы Украины за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения российских войск, техники и вооружения. Украинские ракетно-артиллерийские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения войск и техники и вооружения противника и 2 склада горюче-смазочных материалов. Ситуация в Азовском и Черном морях остается без изменений. Носителей ракет «Калибр» в открытом море нету, ни в Азовском, ни в Черном. Про Средиземное я не говорю. Я вам объяснил почему. Потому что там возможность применения ракет «Калибр» из Средиземного моря, я считаю, практически равной нулю. Потому что Турция не та страна, которая разрешит использовать свое воздушное пространство для ракет, которые могут упасть, не долетев до цели на территории, допустим, Турции. Так что пока это не берем в расчет. И оставляем, за скобками ситуацию в Средиземном море, а в Черном море 0 носителей ракет «Калибр». Вот такие военные новости сегодня на всей линии фронта от Харькова до Херсона и на северных границах Украины. Что касается военно-политических новостей, тут есть чем порадовать себя и вас в том плане, что после новогодних праздников развернулась бурная деятельность в наших странах-партнерах, и мы услышали самая главная приятная новость – это оглашение о пакете военно-технической помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Общая сумма военно-технической помощи будет составлять 3,7 миллиарда.
Ну, по-моему, если я не ошибаюсь, это один из самых крупных пакетов помощи, которые выделяли Соединенные Штаты. И считаю, что есть необходимость рассмотреть некоторые моменты, а именно, что Министерство обороны США опубликовало список того, что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине. И кратко, если излагать, то выглядит это примерно так. Кстати, там примерно, я ниже расскажу по деньгам, что там и как, но на вооружение 2,8 миллиарда. Чисто на вооружение в Украине 2,8 миллиарда из 3,7. Остальное там распределяется между странами-партнерами и на другие статьи. Так вот, из вооружения мы получим в этом пакете помощи дополнительное количество установок «Хаймарс». Само количество не указывается. Я думаю, чтобы не расстраивать российское командование. И чтобы сильно не расстроился Кремль, сколько будет передано еще дополнительно установок типа «Хаймарс». 50 боевых машин пехоты Брэдли с противотанковыми ракетными снарядами и их пушками. Ну, пушки вы знаете, да, я вам рассказывал, что 100 бронетранспортеров М113, 55 легких бронированных машин МРАП, 138 вездеходов Ханвей, 18 самоходных гаубиц. Кстати, по некоторым источникам, я надеюсь, что они достоверные, из Соединенных Штатов источники, это будет дивизион М109А6 Паладин. Это последняя модификация этой гаубицы, версия А6. Фактически это такой же почти автомат, как и Панцергаубица 2000, точно такой же автомат, как Краб, полуавтомат, как Краб. Она на гусеничном ходу, эта самоходка, но по точности и технологичности она самая современная и самая оснащенная. И 36 гаубиц, это 18 самоходок, это дивизион. Полноценный дивизион калибра 155 в составе гаубиц М109А6 Паладин. 36 гаубиц калибра 105 мм. Это 2 артиллерийских дивизиона. Практически вот то, что я вам перечислил, это, наверное, даже больше, чем один бригадный комплект. Тут только не хватает танков. Но если учесть французские колесные танки легкие, то вот считайте, на одну бригаду комплект уже есть. По боеприпасам. Пакет помощи будет содержать 70 тысяч снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных снарядов калибра 155 мм. Это типа Эскалибур. Там точность 1 метр, на дальности 75 километров. Так что 500 снарядов, 500 целей. 95 тысяч снарядов 105 миллиметровых, ракеты Хаймарс. Тут опять, кстати, цифры нету. Я так понимаю, что чтобы не расстраивать наших противников очень сильно. 10 тысяч мин для минометов, калибр не указывается. Неназванное количество зенитных ракет Sea Sparrow передается нам, то есть трудно сказать сколько, но они есть. 4000 авиационных ракет. Вот здесь надо остановиться, что 4000 авиационных ракет говорит о том, что, видимо, будет увеличиваться авиационный парк в Украине. Чем он будет увеличиваться? Пока сказать трудно, но думаю так, что однозначно прилетят МиГи-29 из Словакии. Вполне возможно, что могут прилететь МиГи-29 польские, которые сейчас находятся, кстати, на базе в Рамштайне. И уже так с меньшей вероятностью, но можем ожидать ближе к весне, к марту месяце, наверное, и что-нибудь западное, типа F-16. Некоторые там аналитики уже начинают делать предположение, что будет F-15, F-16 или F-18. Но такое количество ракет — это довольно очень большое количество для того парка, который у нас на сегодняшний день есть. Далее, около 2000 противотанковых ракет, помимо тех, что прилагаются к пусковым установкам на Брэдли. То есть это 2000 ПТУРов,
будут переданы для тех комплексов, которые есть у нас на сегодняшний день. А также снайперские винтовки, мины, приборы ночного видения и прочее. Вот такой вот пакет помощи готовит, точнее не готовит, а начинает нам передавать Соединенные Штаты Америки. Причем некоторые образцы уже в пути, где-то, точнее по дороге в Украину. Вот так будет правильнее сказать. Я не знаю, насколько достоверно, но в сети вроде бы как появилось видео из Болгарии, где регулировщики проводят колонну тягачей, везущих на тралах Брэдли. Ну, это совсем рядом. Теперь давайте рассмотрим, куда же деньги. 3,75 миллиарда долларов. И госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сделал заявление, согласно которому США не только окажут Украине военную помощь на 3 миллиарда долларов, о чем вот заявил Белый дом, но и одновременно выделят почти 700 миллионов долларов европейским странам на компенсацию оружия, которое они передали или передадут Украине. Ну, то, что я и говорил, что Соединенные Штаты финансируют практически все поставки вооружений в Украину. Поэтому страны должны зашевелиться, потому что они получают компенсацию за переданное нам вооружение от США. И они на эти деньги могут либо купить, либо произвести необходимое вооружение или то вооружение, которое они нам, те же типы вооружений, которые они нам, взамен точнее того вооружения, которое они нам отдадут. Далее, в своем заявлении госсекретарь также уточняет, что прямая помощь Украине в этом пакете будет состоять из оружия и боеприпасов, из запасов армии США. То есть все, что я перечислил, это все идет из запасов армии Соединенных Штатов. Ну, видите, не зря мы наблюдали в американской прессе в том числе о том, что там в Южных Штатах, Техас, Огайо были замечены эшелоны с техникой и вооружением. Кстати, там были эшелоны и с танками Абрамс. Пока их в пакете помощи нету, но, как говорится, не равен час. И вот теперь мы это обсуждаем уже здесь. Так вот, армия Соединенных Штатов нам дает вооружений на сумму 2,85 миллиарда долларов. Также 225 миллионов долларов на модернизацию украинской армии. То есть мы сможем из этого пакета 225 миллионов долларов использовать для модернизации и производства собственного вооружения. Я так понимаю, это вот пойдет на финансирование наших отечественных беспилотников, там, возможно, разработки ракетных каких-то разработок, возможно, на финансирование производства снарядов артиллерийских, которые мы начали потихонечку делать. Так что, кроме того, 682 миллиона долларов Соединенные Штаты потратят на поощрение и компенсацию военных поставок Украине от европейских союзников. То есть, кроме того, что компенсация за переданное нам вооружение, они еще будут мотивировать, ну я так понимаю, поощрение это и компенсация. То есть, это выплаты за вооружение, оплата, точнее, вооружения, которое будет поставлять нам европейские партнеры, ну и компенсация, какие-то финансовые выплаты странам, которые будут поставлять нам оружие. Вот так распределяется 3,75 миллиарда долларов, в которые вчера огласил Белый дом финансовой помощи на поставки вооружений в Украину. Ну и вот возвращаясь к рождественскому перемирию, так называемому в кавычках, ну я бы его вообще так не называл. Я бы сказал, наверное, возвращаясь к популистским заявлениям по поводу прекращения огня Российской Федерации, итог вчерашнего вечера, то есть сочельника в Рождество Христово, обстреляны города Херсон, Курахово и Краматорск. Есть погибшие среди гражданского населения. Российская сторона утверждает, что вела лишь ответный огонь. То есть из Херсона, в котором кроме силовиков, правоохранителей, войск нету, они нанесли по Херсону удар.
То же самое там в Курахово и в Краматорске. Это не военные объекты, по которым какой ответный огонь вела Российская Федерация. Вот цена заявления России. Ну и зашевелились сразу европейские страны. Как я и говорил, кстати, Макрон оказался опять впереди всех в Европе на белом коне, потому что Франция даже опередила Соединенные Штаты по своему заявлению о передаче нам техники и вооружений. Так вот, Германия сделала заявление, при том, что Олаф Шольц не захотел давать разрешение на передачу нам танков «Леопард» вторых. Но сейчас получается, что пресс-секретарь правительства Германии заявил в пятницу, что поставят Мардеры и Патриоты. Ну, Мардер — это боевая машина пехоты немецкая, довольно неплохая, и хорошо бронированная на гусеничном ходу, но, правда, по вооружению она, конечно, будет послабее, чем Брэдли. Вот. Но, тем не менее, довольно хорошая. Так вот, Мардеры, и они нам передадут еще одну батарею Патриот. Так что у нас Патриота будет 2. Он сказал, что уже приступают военнослужащие Вооруженных сил Украины к обучению для работы на Патриот и на механике, водителей, экипажа Мардер. И до конца первого квартала эта вся техника, там 40 боевых машин пехоты и батарея зенитно-ракетных комплексов Патриот будут уже в Украине. Одни будут воевать, вторые будут уже защищать. Ну, воевать будут и те, и другие, но только одни на защите неба, другие на защите нашей страны. Финляндия продолжает свою линию, и готово правительство, если будет решение в Европе принято вот, я так понимаю, на заседании в Рамштайне, потому что Финляндия входит в этот формат. Если будет принято решение о передаче танков, финны готовы нам передать из состава вооруженных сил Финляндии танки «Леопард-2». Количество пока не оговаривается, но финны подчеркивают, что они много дать не могут. Это приоритетное вооружение, и они дают из состава своих вооруженных сил. А у них это приоритетное, потому что у них около 1000 километров границы с Российской Федерацией. Но тем не менее, очень приятно, что финское правительство так настойчиво готово передать нам танки «Леопард-2». Ну и несколько новостей из-за поребрика, точнее касающихся Российской Федерации. Первое. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны, который заседал на днях, в действие. И тем самым этим решением вводятся санкции против 119 российских медиадеятелей. Им запрещен будет на 10 лет въезд в Украину, ну и, соответственно, финансовые санкции, если они имеют недвижимость в Украине, счета и так далее, они будут арестованы и изъяты в пользу государства. В основном это деятели культуры Российской Федерации. Из фамилий, я думаю, почитаете, там практически все мы их знаем. И видели, некоторые из них даже приезжали до войны на гастроли в Украину, ну теперь ездить не будут. Также еще одна новость непосредственно из России, из Московии. Это от Мишустина, от премьер-министра Российской Федерации. В России заканчиваются деньги. Мишустин объявил о том, что в декабре издал распоряжение российского правительства о том, что у частных и государственных компаний будет изъята часть прибыли. Причем эта часть прибыли будет изъята исключительно на военные расходы. России нечем оплачивать на сегодняшний день войну. Поэтому они приняли решение изъять часть прибыли в государственных и частных компаниях. Так что начиная с января месяца
я так понимаю, декабрьское распоряжение, оно вряд ли касается декабря, скорее всего, обычно со следующего месяца. Но, тем не менее, часть прибыли, какая часть прибыли, не указывается. И знаете, как интересно сказал Мишустин? Мишустин сказал, что это мобилизация доходов. То есть они мобилизуют чужие доходы в пользу государства на обеспечение, на покрытие военных расходов по мере роста затрат на вторжение в Украину. Вот так сформулировало правительство России. Ну и самая интересная новость я оставил на пасашок. Турция. Очень официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сделал заявление, что Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, объявленного Россией по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Честно говоря, складывается впечатление, или Турция вообще не владеет ситуацией в Украине на линии фронта, или они выставляют себя просто в смешном виде. Делая такие заявления, на мой взгляд, они выглядят очень некрасиво. Вот. Получается, они либо не владеют ситуацией, либо они просто прикалываются, наверное, в этом смысле. Что они надеются на продление прекращения огня. Какое прекращение огня? Его не было и быть не могло. Физически не могло. Как раз в тот момент, когда Путин объявил о прекращении огня, российские наемники штурмовали город Солидар. Российская артиллерия наносила поражение по нашим населенным пунктам на всю дальность досягаемости их огневых средств. Вот. Поэтому вот такое вот. А они делают такое заявление, что они надеются на продолжение. Чего продолжение? На продление, точнее, прекращения. Какого огня? Где? Может, они перепутали Украину и провинцию Идлиб, Сирию, там, где у них с Россией есть пересечение интересов в плане контроля сирийской территории или общей ситуации в самой Сирии. Ну что ж, на этом военные и военно-политические новости мы закончим. Я сделаю по традиции паузу. Вас приглашаю подписаться на мой канал пока что за это время, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. Итак, а продолжим мы сегодня, как обычно по традиции, это ответы на ваши вопросы. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Сегодня с южного направления в сторону Ростова-на-Дону шел состав с бронетранспортерами с литерой В. Прокомментируйте. Я вам скажу так, что это те войска, которые, скорее всего, это та техника, которую Российская Федерация не успела перебросить на полуостров Крым. Дело в том, что сегодня переброска по Керченскому мосту невозможна. Там надо менять мостовые пролеты железнодорожные, ходит только рабочий поезд. Но тяжелые эшелоны с техникой, там они не решаются. Вести по автомобильной части моста тоже они не решаются. А паромная переправа сегодня работает очень в напряженном режиме. Там они не успевают поставлять топливо и продовольствие для острова и медикаменты. Кстати, на полуострове Крым начался рост цен на продовольствие, на топливо и на медикаменты. И полуостров испытывает дефицит в этих товарах. То есть паромная переправа не справляется. И ждать, когда эти машины, БТРы будут переправлены через Керченский пролив, теперь очень долго. Поэтому, скорее всего, эшелон дойдет до Ростова, потом повернет в сторону Донецка. По железной дороге Российской Федерации. Так что это, скорее всего, переброска войск, которые не успели войти в Крым через Керченский мост. А еще хочу добавить в дополнение к комментариям о величии нашей украинской нации. Уже не один раз видела в супермаркете нашего города Чернигова, как молодежь оплачивает пенсионерам на кассах их
скромные покупки, зачастую добавляя еще от себя что-нибудь вкусненькое, шоколадку, булочку, сливочное масло. То, что пенсионер не может себе позволить. Бабушки, в основном это пожилые женщины. Вначале удивляются, а потом со слезами на глазах благодарят. Вот на прошлой неделе по дороге на работу зашла в маленький магазин и увидела, как молодой человек оплатил бабуле ее скромные покупки. Потом купил конфеты «Ромашка», угощал всех в магазине, желая всем доброго утра, и вышел на улицу, угощал всех прохожих. Украинцы, мы неимоверны. Ну, я не удивляюсь гуманности наших людей. Мы никогда не были столь жестоки, как себя показывают сегодня российские войска на территории Украины. И как орут в своих лозунгах оголтелые россияне, которые активно поддерживают эту войну. Поэтому мы всегда были более гуманные, более коммуникабельные и более, я бы сказал, такие сердобольные. Есть такое очень хорошее слово. Вы посмотрите только, как у нас развито волонтерское движение. Народ готов поделиться последним для того, чтобы помочь армии, помочь фронту, помочь переселенцам и всем, кому необходима помощь. Раненым, больным и так далее. У нас даже не забывают о бродячих, об этих самых оброшенных животных. Их ходят, собирают, эвакуируют, кормят и пытаются где-то пристроить там по домам и квартирам по возможности. Так что в этом плане мы на порядок выше стоим, чем наши противники. Пожалуйста, оцените риски повторного наступления через суммы. Спасибо. Смотрите, вот этот вопрос я, наверное, давайте так сделаем. Сделаем обобщение. Дело в том, что есть. Нельзя сказать, что рисков нет вообще. Они существуют. Тем более, пока существует Российская Федерация, пока ее войска шарахаются вдоль наших границ, в любом виде, такой риск существует. Существует риск вторжения со стороны Белоруссии. Существует риск вторжения со стороны Российской Федерации, с Курской, Брянской, с Белгородской области. Там он существует, но на сегодняшний день он минимальный. Минимальный почему? Потому что Россия пока что не готовит там ударной группировки. Мы четко отслеживаем, разведка работает, не только наша, но и западных стран, и разведка НАТО. И как только Россия начнет там накапливать войска, танковые, мотострелковые подразделения, и когда эти войска будут исчисляться дивизиями и корпусами, то есть группировка достигнет какого-то там количества примерно в 50-70 тысяч войск, то есть это будет примерно полноценная армия, вот тогда мы будем говорить о том, что да, вот она угроза, она реальная, мы ее наблюдаем, и варианты защиты от нее могут быть там 1, 2, 3, 4, 5. И, поверьте, в Генеральном штабе эти варианты уже разработаны, они уже есть. Это со стороны Российской Федерации. Поэтому пока Генеральный штаб дает в сводке фразу, что не наблюдается формирование ударных группировок, сегодня они подпитывают фронт. Сегодня мы создали такие условия, что даже с учетом переброски мобилизованных, фактически Российская Федерация работает на восполнение потерь. Особенно в личном составе, особенно в живой силе. Вот именно поэтому Путин катастрофически хочет добиться прекращения огня. Потому что он не успевает сформировать более-менее ударную группировку, как мы уже наносим потери в живой силе. Самое главное, в живой силе. Нету солдата, нет войны. Танк не будет сам ездить и стрелять. Ему нужен экипаж. Понимаете, если нет экипажа, если нет расчета, то орудие не выстрелит. И мы именно эту живую силу мы сегодня косим. Косим в буквальном смысле этого слова. Посмотрите на сводку потерь, так это только убитые, которые, а еще прибавьте сюда, как минимум 1 к 2 раненые. Вот такие потери они несут на сегодняшний день. Поэтому
Эта угроза, она существует, но она минимальная. С любого направления, с Харьковского направления, с Сумского, с Черниговского, Ровенского, там, Волынского, Житомирского направления. Они бы очень хотели это сделать, но они не успевают, у них нет времени. Мы с нашей стороны. Сейчас граница превращается в линию Маннергейма. Да, там может быть не все в бетоне, но поверьте, там в инженерном отношении граница оборудуется каждый день. Мы держим огромное количество войск, которое необходимо для отражения этого вторжения. И сегодня не будет повторения 24 февраля. Не будет глубокого вклинения в походном порядке российских, даже и белорусских, если белорусы там согласятся поучаствовать в этой мясорубке, то даже если с ними вместе не будет, бой будет на границе. Не факт, что мы будем ждать, когда они перейдут границу. Возможно, огневое поражение начнется с момента выдвижения войск из оперативных районов, в которых они будут накапливаться перед началом вторжения. Кстати, вот это будет уже прямой, непосредственной угрозой вторжению на нашу территорию. Поэтому не помогайте оборудовать границу, тем более если вы там рядом с Сумами. Записывайтесь в территориальную оборону или вступайте в ряды вооруженных сил Украины. И тогда вы будете полностью уверены и будете прекрасно понимать изнутри, что, к чему мы готовы и на что мы способны в этом отношении. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что будет с крейсером «Москва» после того, как мы все отвоюем? Он станет искусственным рифом или его нужно будет убрать? Спасибо и спасибо за информацию. Было уже даже предложение, я не знаю, насколько это было серьезно, но вроде бы как наш министр культуры сказал, что, по-моему, он сделал заявление такое, сказал, что из него будет сделан подводный музей. И это будет, даже возможно, там будет туристический маршрут для дайвинга, нырять, посмотреть на этот крест. Нет смысла его поднимать. Он получил катастрофические, я думаю, что он восстановлению не подлежит. В качестве металлолома, это очень дорогое удовольствие. Видимо, металлолом крейсера не стоит тех денег, чтобы оплатить работы по его подъему, распилу и переплавке. Вот. Поэтому он останется там навечно, я так понимаю, и будет как Титаник лежать на дне, а дайверы будут нырять, смотреть и так далее. Повреждения, которые он получил в результате внутренней детонации боекомплекта, так по описанию похоже, что после попадания нашей ракеты произошла детонация боекомплекта внутри крейсера. И по фотографиям даже видно, что некоторые листы палубной обшивки, их просто сорвало. Представьте, какой должен был быть взрыв, чтобы вот эти палубные листы стальные, их повырывало и повыбрасывало, поотрывало полностью. Вот. Так что там внутри ничего живого не осталось, нет смысла ничего поднимать. Корпус, так кому он нужен. Вот. Поэтому я думаю, он там будет лежать как память о позорном поражении Московии в войне против Киевской Руси. Добрий вечір. У мене вопрос по Джевеліну. Я бачила відео, де воїн розказував про цю зброю, як він у перший день із 6 запусків 4 попадання. Але він сказав, що є деякі недоліки. На майбутнє, чи будуть виробник, чи ці недоліки враховувати і виправляти? Я вам даже больше скажу, производитель не просто будет, а уже эти недостатки рассматриваются и по возможности исправляются. То есть война — это самый лучший полигон. Ни одна лаборатория не создаст таких условий, как реальная война. Поэтому, поверьте, они заинтересованы в этом, и мы ведем учет и сбор вот этих учет и сбор вот этих недостатков от наших военнослужащих. Это все обобщается и, естественно, передается нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки. А дальше их разработчики принимают меры для того, они оценивают, так это или не так,
может там необученность личного состава, а может быть действительно это недостаток. Если это недостаток, он будет учтен. Иначе оружие, вот именно так по такой методике всегда совершенствуется оружие. В ходе боевых действий всегда выявляются слабые и сильные стороны любого вооружения. Слабые стороны пытаются устранить, сильные стороны пытаются развить. Скажите, пожалуйста, не будет ли эта война, как в Афганистане? Мне интересно, почему Америка присутствовала в Афганистане, там были войска, оружие, но талибы победили. Как так? Потому что Соединенные Штаты не воевали в Афганистане полноценно. Они проводили специальные операции, точечные операции. А в остальном они пытались научить. Они формировали вооруженные силы афганского правительства, которое было у власти на момент присутствия американских войск. Они формировали вооруженные силы Афганистана, обучали их, вооружали их, но они не воевали. Полноценно они не воевали, они проводили точечные операции и открывали ответный огонь, когда атаковали их объекты, конвои, там, базы и так далее и тому подобное. Поэтому они там, в конечном итоге они приняли решение, что затраты, игра не стоит свеч. Затраты на содержание и присутствие американских войск в Афганистане очень является большим бременем для бюджета. Кстати, точно такая же ситуация, которая была в Советском Союзе. Советский Союз просто перестал тянуть войну в Афганистане. И для того, чтобы экономика не загнулась, войска быстро вывели. Уже было все равно, кто там, что там будет. Просто тупо вывели войска. То же самое сделал и Джо Байден, объявив о выводе афганских войск. То, что правительство Афганистана после ухода Советского Союза из Афганистана, правительство продержалось, по-моему, год. Да, где-то год или два. И потом только у них произошли резкие перемены. А в случае Соединенных Штатов правительство не смогло даже удержать ситуацию на момент ухода американских войск. И американцы уходили вообще не вмешиваясь в ситуацию. Они же не дали прощальный бой талибам. Нет. Они не вмешивались в политическую ситуацию, они просто встали и ушли. Все. Вот поэтому. Ну а наша война, Запад не собирается финансировать эту войну долго и мучительно. Это Путин бравирует, что он готов вести войну на истощение. Мне очень понравилась фраза Джо Байдена, который сказал, заочно, когда президент Зеленский был в Вашингтоне, на совместной пресс-конференции Джо Байден сказал, что заочно обратился к Путину. Вы хотите повоевать с нами на истощение? Попробуйте. Вот. Поэтому я думаю, что вот такие партии вооружения, которые мы увидели вчера, и я думаю, она первая, но она не последняя. Она не последняя. Дело в том, что 45 миллиардов, таких партий может быть 11. Посчитайте. По 4 миллиарда таких партий может быть 11. И там вариации на тему танки, авиация тоже могут быть таких партий. Так что я не думаю, что Россия сегодня потянет войну на истощение. Да, они очень красиво умеют рассказывать, но в результате получается, что у них боеприпасов не хватает. Они с колес, технику надо ремонтировать, прежде чем вводить в эксплуатацию и применять в бою. Ракеты 50 штук в месяц. Ну хорошо, а один массированный удар 70-80 ракет. Так это что, раз в 2 месяца массированный ракетный удар? Это не спасает ситуацию, это наоборот ухудшает ситуацию. Авиационный парк мы перебили больше половины. Танки из боевого состава мы перебили почти 75% этих танков. Так что вот такая вот ситуация. Вряд ли война это сможет тянуться долго. Сколько еще Путин протянет? Я думаю, до конца года это самый крайний срок, который может вытянуть Российская Федерация. Вопрос. Мы разработали и продали Гром. Что подразумевается под этим? Что нам мешает по тем же чертежам, даже если их продали, есть же копии, или сами конструкторы могут еще раз изобрести, собрать еще
или мы имеем право копировать эту установку без разрешения Саудовской Аравии или кому там продали. Дело в том, что существует закон об соблюдении авторских прав. И та страна, которой мы продали, ну, она официально не оглашена, поэтому не будем тыкать пальцем, кому мы продали этот комплекс ракетный, но она правообладатель этого комплекса. Для того, чтобы его производить в Украине, теперь надо купить лицензию на право производства этого комплекса у страны правообладательницы. Или, если, как вы говорите, конструкторам изобрести еще раз этот комплекс, надо внести такие конструктивные изменения в этот комплекс, чтобы страна-правообладатель не смогла нам предъявить обвинение в плагиате или нарушении авторских прав. Теперь они авторы этого комплекса. Поэтому, и естественно, он должен называться как-то по-другому. Там Борисфен, Сапсан там, или еще как-то. У нас там было куча разработок. Но не Гром-2. Нет. Вот. Как-то по-другому должен называться. И он должен конструктивно отличаться от того, что мы продали. Тогда не будет претензий. Либо мы покупаем лицензию на право производства у правообладателя. Вот так гласит международное право. Я думаю, вряд ли мы полезем на рожон и начнем его нарушать. Это может нам вылезти очень сильно боком. Видел информацию, что танковая и другая броня не подлежит переработке и переплавке. Что же все-таки можно сделать после победы с тысячами уничтоженных танков и бронемашин Российской Федерации? У нас появятся огромные могильники военной техники. Вообще-то, кто вам сказал, что броня не подлежит переплавке? Броневая сталь варится точно так же, как и любая другая сталь. А сегодняшние технологии позволяют переплавлять любой вид стали или металла, который выпускается металлургической промышленностью. Поэтому, если честно, я удивлен, где вы нашли такую информацию, что ее нельзя переплавить. Сложности с композитной броней, сложности с многослойной броней в том плане, что ее надо разбирать. И надо ее рассортировывать. Это да, тут я согласен. Ну а так, сегодня смотрите, как автомобиль, да, как идет в переработку машина. Есть специальные мельницы, которые перемалывают практически в труху, на мелкие кусочки измельчают машину. Но в машине есть пластиковые детали, есть детали из поролона, кожезаменителя, там, из стекла. Но это все идет в один общий котел. И потом металлургический комбинат специальными способами, начиная там от химического, заканчивая механическими, сортирует это все, отбирает металлические части, и все идет в переплавку. Все. И при этом металл коробки передач и металл кузова, хотя они разные по составу, характеристикам, они идут в одну доменную печь. И в этой доменной печи варится сталь. За счет присадок и добавок варится сталь нужной характеристики. Поэтому броня абсолютно не исключение. Я, честно говоря, удивлен, где вы нашли такую информацию, что броню нельзя переплавлять. Все идет в домну, поверьте. Возможны ли конструктивно реактивные дроны малого размера или нет? Да, конечно. Сегодня реактивные двигатели создаются уже размером, толщина, точнее диаметр двигателя чуть-чуть больше диаметра человеческой руки. Где-то вот как нога в берцовой части. Вот примерно такой толщины. Он есть даже создан, сейчас я вам скажу где, в Британии, он не только в Британии, просто в Британии его продемонстрировала и приняла на вооружение. Есть реактивный ранец, в котором два реактивных двигателя, которые могут цепляться на руки, один за спиной, два на руки, в ранце топлива, и они используют это для диверсантов. Для своих разведчиков сил специальных операций Великобритании они могут перемещаться с помощью реактивного ранца. Там используются реактивные двигатели. То есть это минимально компактный размер. Так что все есть. Сегодняшние технологии позволяют создать даже такой мини-реактивный двигатель, который способен поднять человека.
К вопросу о поврежденных шинах. Я не уверен, но мне кажется, что существуют сплошные резиновые покрышки, которые воздух не нужен. Можно ли их применять на колесной военной технике? Спасибо, слава Украине и ее героям. Скорой победы. Чикаго, США. Смотрите, да, действительно, это мечта военных. Бескамерная или безвоздушная шина, это покрышка, это мечта военных. Причем это не новая мечта. Скажу так, что в годы Второй мировой войны применялись бескамерные каучуковые колеса. Единственный недостаток этих колес – предельная скорость перемещения на таких колесах 60 км в час. Дальше начинает гореть этот каучук или вот это резиновое наполнение покрышек, которое применяется. Кстати, оно применялось в основном на артиллерийских орудиях. Гаубицы старого образца, они имеют колеса, вот М-30, допустим, гаубица, М-46, пушка, Д-1 орудия. Последние выпуски шли уже с камерной резиной, эти предыдущие. Сейчас пошли дальше. Сейчас пытаются разработать универсальную покрышку, которая имеет либо сотовую структуру, либо какой-то специальный наполнитель. В основном останавливается на сотовой структуре, потому что она должна прогибаться и амортизировать. Понимаете, нельзя сделать жесткое колесо, как каток, допустим, гусеничной техники. Вот он жесткий, да, и на нем только 5 сантиметров, такой плотной резины, прессованной резины. Но там за счет трака, за счет гусеницы и за счет торсионной подвески она амортизирует неровностям поверхности. Для колесной техники это неприемлемо. Прессованную резину одевать нельзя, это будет очень сильная, жесткая подвеска, будем так говорить. Большая нагрузка на подвеску. Поэтому да. И скажу так, что на сегодняшний день многие страны, ведущие страны в мире, ведут разработки. И сегодня в некоторых странах, допустим в США, в Великобритании, в Франции, по-моему, Израиль, проходят полевые испытания таких видов покрышек для техники, для бронетранспортеров, для бронированных машин, там типа Хамвей, допустим, да, покрышка с сотовым наполнением в виде сот, которая не требует накачки. Но пока это эксперименты, это полевые испытания таких покрышек. Они не получили массового распространения. Очень, очень плохо. Но это мечта военных. И я думаю, что к этому найдут способ, как сделать вот такую покрышку, которая не будет бояться пули или осколка. Но это только пуля и осколок. Поверьте, если взрыв рядом и покрышку эту разорвет, то будет точно так же резина будет болтаться на диске мотлохом, как это мы сегодня наблюдаем на нашей бронетехнике, которая там выходит из боя. Есть такие видео, где Беттер едет, и у него с 4 колес два вообще в ошметке порванных, но он на 2 едет. С одной стороны имеется в виду. Здравствуйте. Чем объяснить, что именно армия Российской Федерации, а не Китая, считается второй армией мира? Только из-за количества ядерного оружия или есть какие-то другие факторы? Ядерное оружие – это основной фактор. И есть еще один фактор – это наличие боевого опыта. Дело в том, что Российская Федерация воюет везде. Вот на сегодняшний день, посчитайте, у нее Сирия, Ливия, Украина, был Нагорный Карабах, была Грузия и была Молдова, Приднестровье. А вот опыт боевых действий является тоже очень важным фактором, который влияет на... Китайская армия нигде не воевала сегодня. Нету боевого применения китайских вооруженных сил на сегодняшний день. Особенно после ее реформирования в 2017 году. Они полностью перешли на отечественное вооружение. Да, она самая многочисленная армия в мире. Даже, по-моему, даже больше индийской армии. На сегодняшний день, если считать всех постоящих, 7,5 миллионов они могут выставить под ружьем, плюс резерв у них там порядка 3 или 4 миллионов, которые в течение суток-двое для
для развертывания армии. Ну, про моб-резерв я уже вообще молчу, там он десятками миллионов исчисляется. Вот, они могут мобилизовать бесконечное количество резерва. Вот, поэтому они находятся не на втором месте. А Российская Федерация, да, ядерное вооружение и опыт боевого применения. Вот это два основных фактора, которые ставят российскую армию выше китайской в мировом рейтинге армий. Прокомментируйте, пожалуйста, новость с белорусского Гаюна про вооруженные силы РБ Республики Беларусь получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А. Вы говорите, что только грузовики в эшелонах. Я говорю про то, что в основном грузовики в эшелонах, которые идут для российских военнослужащих на территории Беларуси. Вы различайте, это очень разные вещи, очень. А то, что белорусская армия получила БТР-82А, скажу так, что хитрый Лукашенко опять обвел Путина. Это, скорее всего, либо долгосрочные контракты, потому что у Беларуси есть контракт с Россией, они покупают в России БТР-82А, но в модификации для Беларуси. Он отличается от российского, там немножко другая спецификация в этом БТРе. И тут, скорее всего, Лукашенко для себя любимого, как всегда, усилить свою армию или свою защиту, прикупил или очередную партию техники. А может быть, это поставки по старым контрактам, которые они заключали. И, скорее всего, Лукашенко поставил Путину условия, что я тебе помогу, технику буду тебе ремонтировать, боеприпасы дам, технику со своих складов дам, но ты мне поставишь новенькие БТРчики. И Россия сегодня никуда не может деться. Она вынуждена поставлять новейшие образцы техники Белоруссии, допустим, или отдавать свои суперсовременные, как они говорят, и новейшие модификации Су-35, многоцелевого тяжелого истребителя, Ирану, потому что им нужны ракеты. И потому что им нужны снаряды, которые хранятся в Белоруссии, и танки, которые хранятся в Белоруссии. России нечем воевать. Хотя эти БТРы могли бы послужить службу и для российской армии. Ну, допустим, отдать 100 БТРов белорусам, а получить от них, допустим, 200-300 единиц техники, танков и бронетранспортеров, но старой модификации советского образца, для России на сегодняшний день выгоднее. Подумайте, здесь Россия пытается взять, им нужно количество. Их уже не волнует качество, им надо количество. Надо на что-то сажать вот эту мобилизованную пехоту, которую они гребут сотнями тысяч. Их на что-то надо сажать. Поэтому если для белорусской армии, то вот это не для российской, поверьте. И это дает нам некоторую уверенность в том, что эти БТРы не будут воевать против нас. Они будут в составе белорусской армии. Ну, если только Лукашенко не примет решение принять участие в этой войне для своей армии на стороне Российской Федерации. В чем мы, в принципе, очень сильно сомневаемся, что он примет такое решение. Существует ли вероятность создания Российской Федерации воздушно-десантных подразделений из числа мобилизованных на базах в Сибири, за Уралом, с проведением последующей операции создания плацдарма на правом берегу Днепра? Смотрите, вряд ли они новые в дивизии будут десантные формировать, хотя я не исключаю такой возможности. Но дело в том, что из мобилизованных очень тяжело формировать десантную дивизию. К десантнику выше требования по физической подготовке и по качеству здоровья. Не каждый мобилизованный, имея пивной живот, может стать десантником. Это раз. Грузоподъемность парашюта ограничивается 90-120 килограмм. Если мужик весит сам 120 килограмм, то куда на него еще 30 килограмм экипировки, боеприпасов и оружия? Уже не подцепишь, парашют не потянет. Поэтому они, может быть, и будут формировать, но это очень проблематично. Скорее они будут пытаться за счет срочников, пытаться укомплектовать существующие десантные бригады и десантно-штурмовые бригады и десантные дивизии. Но вероятность проведения десантной операции в Украине сегодня, особенно с выброской на правый берег, крайне низкая. Почему? Потому что мы
Слава Богу, слава нашим воздушным силам, для авиации российской небо Украины закрыто наглухо. Никто не долетит, поверьте, особенно транспортные самолеты не долетят до точки выброски десанта или до места посадки. Так как они хотели сделать в Гостомеле или в Василькове, да, захват аэродрома и прием транспортных самолетов с десантом для последующего развития наступления или захвата больших объектов типа центра принятия решений в столице Украины, городе Киеве. Нет, такого уже не будет. Выбить наше ПВО, вот говорят, так они сначала выбьют все ПВО. Они не смогли выбить наше ПВО 24 февраля. А сегодня, когда большая часть, 90% нашего ПВО на мобильной базе. Как бы ни летал самолет-разведчик А-50, они не могут определить точные позиции, где развернется наше ПВО. Наше ПВО может развернуться сегодня здесь, завтра на километр вправо, послезавтра на километр влево. Да, этот позиционный район они определят, но где стоит сегодня пусковая или РЛС ПВО, они определить не могут. Поэтому я думаю, что для российской авиации наше небо закрыто. Вероятность проведения десантной операции, особенно в глубине обороны наших войск или в глубине нашей страны, она на сегодняшний день практически равна нулю. Ну а формирование и комплектование десантных войск для России сегодня это огромная проблема. Да, они будут это делать, но это для них огромная проблема. Из-за низкого качества мобилизованных. Надо искать молодых, физически здоровых, сильных людей, которых можно тренировать. А не собирать там мужиков, которые вчера бухали, сегодня они десантниками не станут. Спорили недавно с одним россиянином по поводу применения ядерного оружия, и он сказал такую фразу: а почему это американцам можно наносить удары ядерным оружием, как было в 1945 году по городам Хиросима и Нагасаки, а России нельзя наносить ядерный удар? Это что получается? Одним можно, другим нет? Что можно ответить россиянину на такой вопрос? Дело в том, что времена меняются. В 1945 году фактически коммуникация между странами была минимальная. И в принципе Соединенные Штаты принимали решения сугубо самостоятельно, не ориентируясь ни на одну другую страну. Никто не знал из союзников США о том, что США будут применять атомное оружие. Они приняли такое решение, они его применили. Сегодня мир глобализирован. Сегодня коммуникации между странами развиты очень и очень сильно. И разведки соседних стран следят друг за другом, шпион ходит за шпионом. Поэтому ситуация в мире складывается таким образом вокруг России, или сложилась уже. И Россия, кстати, продолжает усугублять эту ситуацию, продолжая войну. Китай настаивает на немедленном прекращении войны. Эта война мешает Китаю выгребаться из его кризиса, который постепенно, но уверенно накрывает китайскую экономику. И Китай требует от России прекращения войны. И сейчас вы хотите, чтобы Китай одобрил, допустим, или не возражал, правильно будет так сказать, не возражал, чтобы Россия применила ядерное оружие? Китай высказывается категорически против. Индия, партнер Российской Федерации, которая сегодня уже занимает нейтральную позицию по отношению к России, она категорически против применения. Ну, я не говорю уже о том цивилизованном мире, который, коллективном Западе, который тоже, никто не хочет ковыряться сегодня в ядерной помойке в центре европейского континента. Во-первых, Россия сделает все, чтобы не дать применить это оружие, начиная от... Во-первых, это нельзя сделать тайно сегодня, я уже об этом сказал. Во-вторых, если такие разговоры в Кремле начнутся, то, поверьте, Запад сделает все, чтобы команда не прошла и оружие это не было применено. Да я и сомневаюсь, что сегодня элита, даже близкое окружение Путина, вряд ли готова сегодня пойти в рай. Или остаться без своих накоплений, честно наворованных денег и недвижимости, которая находится за границей. Они не дадут Путину применить это ядерное вооружение. И весь мир смотрит на Россию и говорит: не вздумай. Вова, не вздумай применять ядерное вооружение. Поэтому эта глобализация мировая влияет. Потому что всех зацепит эта атомная бомба. Всех.
В 1945-м она зацепила только Японию. А здесь и сейчас она зацепит всех. Экономические стороны она будет иметь последствия, финансовые последствия, причем в мировом масштабе будет иметь применение этого ядерного оружия. Поэтому на сегодняшний день ядерное вооружение и остается фактором сдерживания, а не фактором угроз. Путин пытается сделать из ядерного оружия фактор угрозы, а не фактор сдерживания. И он один идет против всего мира. Вот в этой ипостаси Путин и выступает один против всех. Но теперь подумайте, вот сами себе задайте вопрос. Он один против всех. Сможет это сделать или не сможет? Дадут ему это сделать или не дадут? Вітаю. В мережі з'явилася інформація, що російські окупанти теж почали спроби модернізувати бомбу типу ФАП-500 на баражуючі, а з крилами і хвостом. Питання, наскільки для нас це може стати болюче? Питання, і яка можлива якість та що найголовніше, точність такої модификации. Дякую, слава Украине. Да, я тоже слышал информацию, что они пытаются сделать такой же комплект планирующей бомбы, как нам передают Соединенные Штаты Америки. Ну, опять же, я скажу, главный фактор здесь это отсутствие времени. Сколько России понадобится, чтобы создать этот комплект? С какой точностью? Какую систему будет использовать навигации будет использовать этот комплект на ГЛОНАСС или GPS, еще как бы неизвестно. Поэтому какая будет точность, сказать очень тяжело. Создадут ли они для нас проблему? Да, вполне возможно, они создадут проблему, если России удастся выйти на промышленное производство этих комплектов. И применение ФАП-500 в планирующем варианте станет массовым. Тогда для нас это будет проблема. Если же это только начало попыток разработки к применению этих комплектов, ну, то сейчас это не проблема. И в ближайшие месяц-два это тоже будет не проблема. А дальше, ну, посмотрим. За 2 месяца очень много воды утечет. Особенно на фронте, с той динамикой, которая есть. У нас эти комплекты есть сегодня и сейчас. И мы можем наносить вот эти бомбовые удары на дистанции до 80 километров в глубину противника уже сегодня. Той авиацией, которая у нас есть. Теми бомбами, которые у нас есть. Россия начинает модернизацию, то есть разработку и применение. Да, у них какие-то наработки там вроде бы есть. Ну, посмотрим. Им надо их проверить, испытать, и надо запустить массовое производство. Опять же станет вопрос электроники. Там же мозги нужны для этой бомбы, чтобы не просто одеть на нее крылья и хвост. Надо еще мозги вставить, чтобы она могла ориентироваться в пространстве. И чтобы этот планер, одетый на нее, ее поддерживал, и она планировала. Так что посмотрим. Сегодня очень тяжело сказать и спрогнозировать, какой это будет точность и когда они встанут в строй. Но еще раз говорю, на ситуацию на фронте будет влиять только массовое производство. Если они будут делать это массово и массово их применять, тогда это может повлиять на ситуацию на фронте. Если это будут одиночные бомбы, то ситуация на фронте это не изменит. Ну что ж, вот такие вопросы сегодня прозвучали в нашем с вами видео. И вторую часть мы на этом закончим. Есть несколько приветствий, пожеланий и комментариев, которые вы прислали, и я их сейчас оглашу. Итак, первым из таких приветствий будет следующее. Спасибо за информацию. Скорейшей победы Украине. Позор террористической фашистской России. Привет из Новгорода. Вот такое из российской глубинки. Кстати, тоже завоеванное Новгородское княжество, завоеванное в 1774 году, завоеванное Московией. Или 1474. Где-то так. Добрый вечер. Приморск, Запорожская область, Азовское море с вами. Мы с Украины. Вот такое приветствие. Возвращаемся в 1994 год и смотрим интервью Джохара Дудаева. Он
этот русский мир описал в одном видео. Кстати, про то, что русские неверующие, также он говорил. Ну, да, я смотрел это интервью Джохара Дудаева, он там сказал, что когда взойдет украинское солнце, то тогда погаснет звезда Российской Федерации. Вот. Это действительно такой человек сказал еще в 1994 году. Здравствуйте. 18 марта 2014 года мой дальний родственник из Питера, который постоянно гостил у нас в Мелитополе по пути на отдых к Азовскому морю, написал мне в соцсети, что ну что, отжали мы у вас Крым. Я жутко обиделась, попыталась с ним поспорить. Говорила, вы пойдите Аляску отожмите. Спорить бесполезно. Он так радовался, как будто отжал Крым в личную собственность. Мы перестали общаться. Так вот, все эти почти 9 лет с тех пор я жду, когда смогу ему написать ответ. Ну что, отжали мы у вас Крым? Это справедливо? Это справедливо. Победа будет за Украиной. Спасибо за информацию. Я думаю, что в этом году вы ему напишите. До конца года то точно. Или с новогодними поздравлениями наступающего 24 года вы ему напишите про то, что Крым вернулся в состав суверенной Украины. На это есть все шансы, и для этого есть все основания. Ну что ж, вот такие приветствия, пожелания и комментарии прозвучали сегодня. На этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Большое вам спасибо. Те, кто не подписан, я приглашаю подписаться. Те, кому понравилось видео, поставьте лайк для его продвижения, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну, отдельная благодарность спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей спонсорской помощи у меня есть возможность доносить до вас, записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Вот. Ну а мы с вами продолжаем верить в вооруженные силы України. Перемога за нами. Слава Україні!